Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшней подборке я расскажу о 10 отличных сериалах от компании Netflix. Драмы, детективы, комедии, триллеры, да и вообще все, как вы любите. Устраивайтесь поудобней и погнали! «Долг/Позор» — это необычный детективный сериал 2019 года. Главный герой, являясь сыщиком, расследует дело об убийстве, а также о пропаже своего брата. Выясняется, что он был похищен при необычных и таинственных условиях. Следы ведут в Англию, и поэтому главный герой летит в Лондон. Здесь он ищет причины исчезновения родственника и начинает догадываться, с кем мог сотрудничать брат в чужой стране. Во время расследования сыщик выясняет, что брат связан с британской мафией. История развивается очень быстро, и главный герой оказывается в центре преступных событий Великобритании. Все усложняет тот факт, что главным подозреваемым может быть его исчезнувший брат. Сериал отлично подойдет для любителей детективных историй любого возраста. Вспомнить все связи. Дилан подхватил венерическое заболевание, и теперь он вынужден связаться со всеми своими предыдущими партнершами, чтобы рассказать им о своей болезни. Основная часть событий каждого эпизода демонстрируется через флешбеки, в которых показывается связь Дилана с разными девушками. Сериал иногда пошлый и грубый, но игра актеров, красочная картинка и композиция кадров смогут вас порадовать. Главный герой – настоящий ловелас и, как он сам считает, сама невинность. Это история о взрослении. Герои готовы меняться в лучшую сторону и делают это. Советую к просмотру всем любителям английского юмора. «Сакральные игры». Это первый оригинальный индийский сериал компании Netflix. Современный Мумбаи погряз в коррупции и преступности, и честному человеку там места нет. Полицейский низкого ранга страдает под грузом прошлого и от невыносимости настоящего, когда вдруг получает звонок от одного из самых разыскиваемых преступников Индии. Он сообщает, что является бессмертным богом, а у Сартаджа есть шанс спасти Мумбаи, которому через 25 дней настанет конец. Рекомендую к просмотру любителям интригующих криминальных детективов. Даже название эпизодов – это отсылки к индийской мифологии. Сериал смотрится на одном дыхании. «Медичи». Первый сезон сериала рассказывает историю превращения титулованного семейства Медичи из обычных торговцев в невероятно могучий клан, который, зачастую пренебрегая законами морали, оказал существенное влияние на духовную, экономическую и культурную жизнь народов. В последующих сезонах события развиваются. Над флорентийскими правителями и меценатами Медичи нависла угроза. Глава семейства серьезно ранен во время покушения. Враги пытаются отнять власть, а у стен города войско неаполитанцев. Вся надежда на юного Лоренцо де Медичи. Именно он должен спасти положение семьи, уберечь Флоренцию от разрушения и оказаться перед любовным выбором. Все это будет непросто. Это время уходящего средневековья и наступающего ренессанса. Тут сражаются на мечах, осаждают города, плетут интриги, но создают шедевры. Однако, вся красота старинных палаццо, произведения Боттичелли и Макиавелли не остановят кровопролитие. Это отличный сериал, который в особенности точно понравится впечатлительным романтическим натурам. «Остановись и гори». Конец 20 века. Время, когда компьютерные технологии развивались быстро, а любое открытие сопровождалось настоящим восторгом. Время настоящей компьютерной романтики и гениев-мечтателей. Главных персонажей как раз можно отнести к таким. Их 4, каждый силен в своей области и каждый по-своему обаятелен. 4 сезона законченного сериала охватывают большой отрезок времени, за который можно отследить, как развивались информационные технологии. Главные герои пытаются противостоять мировым корпорациям, мечтают и разрабатывают. В этом замечательном сериале вы узнаете, к чему это приведет. Рекомендую к просмотру вообще всем. Это реально очень крутой сериал. «Мой мистер». Эта дорама неспешно рассказывает о жизни обычных людей, где создается ощущение эмоциональной придавленности. Кажется, что авторы погружают зрителя в атмосферу безысходности, тлена и полной безнадежности.
Главный герой является редким типом человека, который еще умеет сопереживать и сочувствовать. При этом он закрыт и малоэмоционален. Главная героиня – незаметная работница офиса, которая младше него на целых 20 лет. Отношения этих двоих и есть главная тема дорамы. Это история о размышлении на тему одиночества и способах ухода от боли, а также о поисках утешения и успокоения. Сериал действительно цепляющий и был очень высоко оценен критиками. Это как раз тот тип сериалов, который способен заставить зрителя задуматься или даже измениться. «Черное зеркало». За последние годы технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. Каждая серия в этом сериале – это какая-либо технология, меняющая полностью окружающий мир. Здесь практически ни одна серия не заканчивается хэппи-эндом, посему сериал неплохо так нагнетает и заставляет задуматься. Особенно, когда осознаешь, что некоторые технологии уже существуют в реальности. Это история о будущем и о стремлении людей использовать технологии везде, где только возможно. Это гиперболизированное, но наглядное отражение действительности и возможных исходов человечества с виртуальной реальностью, чипированием, управлением своей памятью, созданием своих цифровых копий и многим другим. Человечеству можно пожелать только большой-большой удачи. Хотя и она тут не поможет. Сериал обязан посмотреть каждый, потому что это настоящий шедевр от Netflix. «Охотник за разумом». Конец 70-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия преступлений. Сюжет сериала основан на книге «Охотник за разумом» в элитной команде следователей ФБР Джона Дугласа, написанной в 1995 году. В этом сериале нет особого экшена или резкого развития событий. Главный герой – это молодой, наивный и прямолинейный человек, который хочет изменить мир, но встречается с бюрократической машиной, где ему прямым текстом говорят, что ФБР не занимается предположениями. Их дело – раскрывать уже совершенное убийство, а не расследовать возможное будущее. Его цель – показать окружающим, что его умозаключения верны, и ради этого он готов пожертвовать моральными принципами, которые ставят его в шаткое положение внутри ФБР. Сериал понравится любителям фильмов в стиле «7» и «Молчание ягнят». Миллиарды. В мире власти и больших денег, в самом сердце Нью-Йорка, вовсю идет противостояние амбициозного финансиста с Уолл-стрит и принципиального федерального прокурора. Оба они в своем роде гении своего дела. Оба готовы приступить закон, если потребуется. У обоих есть сильные и слабые стороны. Здесь нет правых и виноватых. У каждого своя правда. И психологически интрига выстроена просто отменно. Начавшееся как простое расследование дела постепенно перерастает в кровную вражду. В этом сериале вы найдете людей, которые карабкаются с самых низов к вершинам, а также людей, которые начинают свою карьеру сразу с верхов при помощи своих родителей. Одни готовы съедать других, а другие плетут интриги, боясь встречи лицом к лицу. Сериал подойдет тем, кто любит анализировать и вдаваться в подробности сюжета. И последний сериал на сегодня – «Карточный домик». Амбициозный конгрессмен Фрэнк Андервуд в обмен на обещание сделать его госсекретарем помогает Гаррету Уокеру стать президентом США. Однако после выборов глава администрации президента сообщает Андервуду, что он не получит должность. Взбешенные предательством Фрэнк и его жена готовы пойти на все, чтобы отомстить новоиспеченному президенту. По большому счету, данная история рассказывается нам через бесконечные кабинетные разговоры, то есть разговоров здесь больше, нежели действий, и есть вероятность, что это может вам наскучить. При всем при этом, это очень серьезный и необычный проект, являющий абсолютно новый взгляд на формат сериалов. Многие критики и зрители считают, что это лучший сериал о вершинах политической власти, и я присоединяюсь к этому мнению. Всем рекомендую к просмотру. Дорогие друзья, если вам понравился наш топ, то советую посмотреть еще одну подборку лучших сериалов от Netflix последних лет. А на сегодня это все.
Какой из представленных сериалов вас заинтересовал больше всего? Напишите в комментариях. А еще не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. До встречи!